Ребятушки, здравствуйте, и давайте перейдем к главному вопросу, который наверняка волнует каждого из вас. Когда же будет альткоин-сезон и как его не пропустить? Формула очень простая. Сейчас с вами поделюсь. Первое. Если биткоин-доминация находится выше 59%, то уже можно задумываться о покупке альткоинов. Конечно же, не на всю котлету. Чем выше, тем можно быстрее начинать приобретать эти самые заветные альткоины. Какие вы будете брать, особого значения не имеет, потому что во время альткоин-сезонов любой маломальски живой проект, за исключением, конечно, только уж полнейшего скама, будет расти, стрелять, давать иксы. Если пытаться словить самое дно на покупках и самую вершину для того, чтобы продать, высока вероятность того, что вы пропустите такое редкое событие, которое за всю историю существования криптовалют случалось всего лишь дважды. Поэтому для простоты понимания для вас, как вы знаете, я запускаю уже второй сезон «Райский портфель». Первый сезон был запущен в 2019 году и, позвольте отметить, принес порядка 20 иксов прибыли. Второй сезон был запущен чуть больше месяца назад, и постепенно набираются здесь альты. Суть очень простая. Раз в неделю баланс пополняется на $100. Стартовый баланс составлял $5000. На текущий момент портфель в просадке на 16%, что очень и очень неприятно. Но хочу отметить, что первый сезон райского портфеля порой доходил в своей просадке до 50%, прежде чем сделать 20 иксов. Там правила были несколько другие. Мы начинали со $100 в неделю без стартового баланса, как здесь $5000. Но в итоге с $5200 за год еженедельного инвестирования получилось почти $100 000. Все те сделки вы можете найти за те годы на моем YouTube-канале и в моем Telegram-канале. И сделки нового райского портфеля также публикуются в моем Telegram-канале, ссылочка на который есть в описании к этому видео и в первом комментарии в закрепе. На данный момент последние сделки были докуплены на $200 Stark, и на $300 буквально вчера был докуплен Litecoin. То есть не докуплен, а точнее куплен. Обзор на который я тоже делал вчера, поэтому кто не видел вчерашний видеообзор, обязательно смотрите. Ключевой вопрос, когда же нужно покупать альткоины? Как я уже обмолвился, все, что выше 59%, уже, так сказать, открывает нам возможности для того, чтобы задуматься, а может быть, все-таки приобрести уже какой-нибудь альткоин. Опять же, не пытайтесь, если вы не профессиональный трейдер, угадать самое дно или самую вершину. А если вы профессиональный трейдер, то вы знаете, что ту самое дно и ту самую вершину угадать не получится. За какими-то редкими исключениями. Конечно, можно пойти разными путями. Можно постепенно усреднять позицию в моменты, когда альткоины уже перепроданы. По отношению к чему-то, да, мы должны в любом случае смотреть на какие-то отношения. То ли смотреть на отношение цены альткоина к его среднему, то ли, допустим, цены альткоина, например, к биткоину. И если мы видим определенную перепроданность, то уже можно начинать набирать. Это одна из стратегий. Вторая из стратегий – это дожидаться некоторых подтверждений. Либо третья стратегия – приобретать от каких-то уровней поддержки. Если мы говорим об основном индикаторе для того, чтобы понять, будет ли альткоин-сезон и попытаться его предсказать, то, конечно же, это биткоин-доминация. Биткоин-доминацию можно смотреть в двух вариантах. Классический, как вы видите сейчас на экране, и кастомный. Это за вычетом стейблкоинов. Я предпочитаю больше второй, так как он дает более чистые сигналы. Но давайте сейчас посмотрим оба из них. Значит, тут у нас есть трендовая линия сверху, которая может выступить косым сопротивлением, образованная этими двумя вершинами, и мы почти достигли ее. Кроме того, есть горизонтальный уровень сопротивления, вот как раз-таки на вот этой вот вершинке, которая и разъединила между собой первый и второй альткоин-сезон. Это 73%. Кроме того, на тот уровень указывает еще очень интересное отношение длины с начала первой до конца третьей, и отложенная от конца четвертой волны. И здесь у нас коэффициенты, два важных очень коэффициента, это 0,382, 64,92 уже выполнен
протестированы. Возможно, кстати, отсюда будет отклонение, потому что вот есть вероятность, если мы не пойдем выше этой косой линии сопротивления, что это часть так называемой коррекции. Да? Расширенная плоская коррекция. Кто хочет изучать волновую теорию, на моем YouTube-канале есть урок об этом. Но даже если мы пойдем выше, то вероятнее всего второй точкой остановки, и уже выше мы не пойдем, это коэффициент 0,618. Это тоже совпадает как раз с этим уровнем сопротивления, в районе 72-73%. Конечно, дела могут пойти сильно хуже. Мы сами рассматривали вариант, что здесь у нас формируется такая здоровенная тройка в форме медвежьего флага, да? И здесь тогда остановка будет вообще даже выше 80%. Нужно держать в голове все три эти сценария. Да? Самый хороший, что сейчас уже все это будет разворачиваться, и наступит альткоин-сезон прямо сейчас, что это достигнет 72,5% уже этих сопротивлений, или что это даже достигнет уже района 83, 82 или даже выше процентов по биткоин-доминации. Может такое быть? Да, может быть. Нужно, на мой взгляд, выбрать стратегию, которая подходит лично вам. Я знаю, что большинство из вас не является профессиональными трейдерами или инвесторами, или подготовленными участниками рынка. Поэтому опыт показывает, что оптимальной для вас стратегией будет стратегия динамического усреднения. Только в моменты, когда эти самые активы, в данном случае альткоины, могут быть перепроданными. Биткоин-доминация, опять же, все, что выше 59%, это уже в той или иной степени перепроданный показатель. Мы сейчас на 66 практически процентов, что уже выше и значительно выше 59%. Поэтому имеет смысл, хотя это не финансовый совет и данное видео не является финансовой рекомендацией, но, по моему субъективному мнению, имеет смысл уже накапливать альткоины. Поэтому был запущен эксперимент «Райский портфель», второй сезон, и я намерен с него заработать как бы то ни было. Каждую неделю приобретать различного рода альткоины. Причем какую-то часть оставлять в USDT на случай более плохого сценария. То есть если мы увидим более высокие показатели биткоин-доминации, тогда альткоины еще по отношению к биткоину будут еще сильнее просаживаться, тогда докупать на тех уровнях еще и еще и еще. Давайте посмотрим на биткоин-доминацию за вычетом стейблкоинов. Здесь та же самая картина. Здесь единственное, что у нас есть уровень, который образован вот этими тремя вершинками, и мы как раз сейчас его только что протестировали. Кроме того, у нас есть верхняя граница этого восходящего клина, который тоже сейчас в очередной раз тестируется. Обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас 8-й раз. То есть каждый раз биткоин-доминация снижалась, когда касалась этой линии. Но если даже ее мы будем пробивать, а видите, здесь эта линия соединилась, то есть она объединила свои усилия вместе с трендовой линией, которая образовалась здесь, косая линия сопротивления. То есть и это сопротивление имеет двойной резон сейчас отклонить биткоин-доминацию вниз, тем самым запустив какое-то подобие, если даже не настоящий альткоин-сезон, то как минимум какой-то отскок по альтам. Но если этот уровень будет пробиваться, то здесь несколько другое отношение. Здесь в данном случае, на данном графике, первые три волны, так как это у нас восходящий клин, зашли на территорию друг друга. Если мы их померяем, первая, вторая, третья волна, и отложим от конца четвертой, то здесь у нас после 0,618 идет коэффициент 1,618. Он как раз совпадает точь-в-точь с этим вот максимумом. И это тоже может оказаться целью. Поэтому мы всегда готовимся к различным рода сценариям, от лучшего к худшему, при стратегии динамического усреднения. И в таком случае мы уже находимся в рынке. Позитивная сторона: мы не чувствуем никакого фома, мы удовлетворили своего, так сказать, жадину внутри, который прямо вот хочет купить, но при этом удовлетворяем по чуть-чуть, не позволяя жадности взять вверх и зайти на 100%, потому что тогда, в общем-то, усреднять уже будет нечем. Я считаю, что сейчас неплохое время, это, опять же, мое мнение, не финансовый совет, неплохое время для того, чтобы набирать потихонечку альткоины. В общем-то, этим я
и занимаюсь. А если вы хотите следить за райским портфелем, то обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, где вы найдете всю информацию о райском портфеле и доступ к публичному портфелю «Райский портфель», чтобы вы могли смотреть, а какие же результаты сейчас, а какие же монеты у этого райского портфеля в данный момент, что же сейчас прямо сейчас происходит. Все это вы найдете в моем телеграм-канале, так что подписывайтесь. А я, в свою очередь, желаю вам всем жирного профита. Увидимся с вами в следующих видео. И, возможно, в следующий раз мы с вами рассмотрим капитализацию различных групп альткоинов. То есть различные индексы. Может быть, Total 2, Total 3 посмотрим. В общем, будем внимательно следить. А когда же этот альткоин-сезон все-таки может случиться? А какие же могут быть сценарии? Поэтому подписывайся, не ленись, лайк, а самое главное — колокол. Без колокола уведомлений не получишь. Если наткнулся на мой канал впервые, то с большой долей вероятности забудешь обо мне и дальше будешь жить в неведении. А вместе веселей, так что колокол не забудь нажать. А если подписан, но колокол не нажат, то обязательно проверь и исправь ситуацию. Так, на этом все, буду заканчивать. Пока и еще раз жирного профита.